что будет меняться в вашей жизни? Что будет меняться в вашей жизни в ближайшем будущем? Общий расклад Таро для мужчин, для женщин. Подсказки, советы, инсайты, знаки судьбы на ближайшее будущее, друзья. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, на свой срок, который вы хотите погадать. Ну, обычно желательно не больше полугода, но если у вас какие-то долгосрочные ситуации в жизни, да, мероприятия или стратегические какие-то планы, да, есть, что-то я не пойму, ну ладно, будем крутить карты. Тогда настраивайтесь на тот срок, который вам интересен, да. По традиции начнем с того, что посмотрим, кто пришел на расклад. Как видят карты вас именно, да, именно вас. Так, ну здесь лилии выпадают. Вы человек, ну, такой честный, принципиальный, справедливый. Вас видят даже, вот давайте так, справедливого человека. Лилия — это обычно благородство, да, или какое-то достоинство, да, как достойного человека, или, может быть, вы хотите выйти из ситуации, не потеряв лицо. Ну, українською це лунає гідна людина, да, достойный человек. Ну, может быть, вы ищете достойного спокойствия, или достойной защиты, или достойного решения своей ситуации. Окей. Дальше что еще? Здесь лилия, обычно это король пиковый, но обычно это касается и мужчины, может, если вы женщина. Вы решаете, пытаетесь понять какого-то мужчину, ну, а мужчина может пытается или понять женщину, или разобраться в ситуации, да, это еще разобраться в ситуации лилии, да, ну и с достоинством разобраться. Окей, дальше. Есть какие-то ожидания у вас, ожидания, они то ли внезапные, то ли наивные, и есть какой-то фактор неожиданности, но... Если посмотреть на вас, как на человека, да, то вы чего-то наивно ждете, да, как будто бы, ну, надеетесь на что-то. А с другой стороны, в вашей жизни возникают какие-то внезапные ситуации, вот больше так, более, ну так, более что ли логично, да, что вам внезапно приходится отстаивать свою позицию, да. Хотя не всегда у вас это получается, эту позицию отстоять-то. Вот. Вы, по сути, человек с детства. Знаете, есть такое понятие «поцелованный Богом», да, в хорошем смысле слова. То есть вы благословлены на что-то хорошее, вам заложено что-то хорошее, у вас очень много хороших качеств от рождения, да, вот даже качество благородства, оно, к сожалению, не у многих людей присутствует, да, но вот оно у вас есть. И оно вам как дано априори, да, по умолчанию. В ваших настройках, да, вот в вашей матрице судьбы заложено с детства счастье. И вы его как бы ищете и стараетесь быть человеком справедливым, праведным, благородным, честным. Ну, как бы, может быть, стараетесь с детства не нарушать законы высших сил, да, высших миров. Да, вы такой мечтатель. Немножко, знаете, вы человечек такой хороший с детства и наивный, да, мечтающий. Ну, ничего плохого в хороших, светлых побуждениях нету. Здесь все очень хорошие карты. Вас видят человека больше чистого. Наивность часто она, ну, приносит иногда и не очень что-то хорошее в нашу жизнь, но тем не менее. Это не портит вас как человека, не отемняет вас как человека, и это прекрасно. Окей. Ну и здесь есть механизм какой-то, да, вы человек такой любящий где-то, знаете, вы так хоть и мечтающий, но то ли вам не хватает дисциплины, то ли вы чересчур себя уж держите в каких-то ежовых рукавицах. Тут уже общий расклад все-таки. Смотрите, механизм это отработанный график, планы, да. У меня такое ощущение, что вы боретесь, чтобы у вас шло, ну, как по маслу, как по графику, как по плану. Ну, а получается, как у единорога, да, то получится, то не получится. То есть
знаете, как, в принципе, ну вот вас можно характеризовать как человека справедливого, наивного, мечтающего, не обиженного Богом в плане тех качеств, которые у вас уже заложены. Да, их можно развивать, конечно, развивать, настраивать. Но у меня такое ощущение, что вы немножечко ищете себя и где-то себя потеряли. Вот так вот у меня почему-то приходит. И вот прислушайтесь к себе, к своему голосу. Правда ли, что вы где-то слегка потеряли? У меня такое ощущение, что у вас есть растерянность какая-то. Что механизм, это все должно быть так, как вы хотите. А вот король лилии – это борьба за это. И это борьба где-то за ваши мечты. Давайте посмотрим дух, что дух скажет. Что скажет дух? Так, ну дух говорит о всаднике. Дух говорит о том, что вам мчится какая-то информация. Вы ищете информацию, необходимую себе. Ищите ее. Ну, как бы дух говорит, что вы в поиске, понимаете? В поиске общения, в поиске партнера, мужчины, женщины. Ну, без разницы, у нас универсальный расклад, я буду универсально толковать сегодня мужчинам и женщинам. То есть вам это важно найти. И, в принципе, если это, то, что вы ищете, будет совпадать с вашей мечтой, то ничего тут плохого не будет. То есть, в принципе, ваша мечта, она осуществима в общем и целом. Но вот эти две карты немножко говорят о том, что вам либо не хватает дисциплины, либо наоборот вы себя зажали в какие-то дисциплинарные рамки, где полет вашей детской фантазии ограничен дисциплиной. Понимаете, тут всегда в каком-то вопросе есть обратная сторона медали, да. То есть мир не черный и не белый, мир где-то посередине, где-то он там серый, да, условно говоря. И да, вы можете отличать добро от абсолютного зла, но тем не менее есть какая-то крайность, где вы либо сами от себя требуете максимума, либо не прилагаете к этому максимуму совсем тех усилий, которые бы могли, потому что на самом деле ресурсы у вас есть. Окей. Давайте немножко еще по вам пройдемся. По вам пройдемся и, знаете, почему-то хочу у высших сил спросить, что вам важно понять. Лилия – это всегда понимание. Что вам важно понять прямо сейчас? Именно понять. Может быть о себе, может быть о ком-то. А вам нужно понять об энергии. Причем это энергия огня. Во-первых, вам нужно понять свои планы, действительно их понять. Понять свою силу. Вы же о себе, да, смотрите? И, может быть, понять свою энергетику. Потому что огонь – это энергетика здоровья. Мужская энергетика, энергетика творчества, но и иногда энергетика магии. Вот эту вот энергию вам нужно понять в себе. Окей, в чем ваши наивные мечты, ожидания? Вот в чем их наивность заключается? Ну, смотрите, вы наивно считаете, что есть какая-то тайна. Хотя это, скорее всего, и не тайна. То есть вы пытаетесь разобраться в тайне, которая, наверное, она где-то откликается во снах каких-то, да, или иллюзиях, или представлениях, да. Но то, что вы считаете тайной, это наивно считать тайной. Это не является тайной. Может быть, оно уже давно не тайна, вам просто нужна информация. Вы просто не умеете искать, или не хотите, или не там ищете, понимаете? То есть то, что вы считаете тайной, не есть тайна. В чем суть вашей судьбы? Давайте вот так посмотрим пока. Ну или основной вектор вашей судьбы. Основной вектор вашей судьбы. Ну, смотрите, это семья прежде всего. Пауки – это всегда семьи, да? Семейная карта. Но я все-таки больше пока что такое вам подскажу, что основной вектор вашей судьбы – это распутать что-то,
разобраться в чем-то и выйти на свободу, что паук часто еще о неких ограничениях. Поэтому смотрите, я считаю, все-таки больше здесь этот механизм, это механизм ограничения. Вы ставите себя в некие рамки, а юникорн или единорог вам говорит о том, что вам эти рамки нужно как бы расширять. То есть, если взять по сути энергетик рун, магии рун, вы застряли в руне ингвар, да, это вот кана так и кана так, ну, таких, ромбик такой, да, ромбик с усиками, да, вот вы в нем застряли. И вам не хватает как бы именно движения без рамок, без границ. И все-таки здесь механизм, скорее всего, вы больше человек дисциплинированный сильно, нежели наоборот. И вам вот это понижение дисциплины, может быть, где-то будет помогать освобождаться, ну, от некоторых каких-то своих стереотипов, ну, возможно, каких-то блоков и даже, может быть, каких-то программ, которые у вас работают, вот по умолчанию работают и не обновляются. То есть, условно говоря, если бы два компьютера общались, и один из них был вы, а другой был бы там искусственный интеллект, да, и каждый на своей программе, да, то вы, например, там были бы на Windows 9, условно говоря, 10, а с вами уже бы общался 11, да, а вы стремитесь обновиться, но у вас это как бы застревает, потому что вы чересчур дисциплинированы. А ваше дисциплинирование, ваша дисциплина приводит вас к повторению одних и тех же действий. Ну, то есть зацикленность. То есть полет фантазии у вас ограничивается вашей дисциплиной, окей? Ну, это то, что я чувствую. Или же наоборот, но больше здесь все-таки о свободе, поэтому дисциплина здесь мешает. Хорошо. О чем мечтаете? Давайте, ну, вот, о чем мечтаете или о чем бы нужно было бы мечтать, да? Вот так. О, здесь вы мечтаете взять ситуацию под контроль в свои руки и двигаться все-таки. У вас есть цель, вы мечтаете побольше двигаться. Может быть, путешествовать, может быть, управлять своим каким-то делом, может управлять кем-то или чем-то. То есть ваша мечта – это управление процессом. Может быть, даже управлять своими энергиями. Может быть, как-то управлять своими тайнами или своими степенями свободы. Да? То есть для вас, ну, стоит вам мечтать о том, чтобы управлять, рулить, да, вот так вот. Ну, может, вы мечтаете управлять автомобилем или галерой какой-то. Не, галерой не надо управлять. Галера – это рабская. Ну, давайте, космическим кораблем каким-то, да? Ну, вот так. Окей, давайте спросим. Я вижу здесь вот этот механизм, хочу спросить. Вот в чем суть ваших механических повторений, да? Почему так происходит? Почему вы на механизме повторяетесь, да? Или что это за механизм? Может, это родовая программа, да? Знаете, почему вы механически повторяете одно и то же? Потому что вы жертва или жертвуете чем-то. Или у вас есть человек, которого вы спасаете. То есть, по сути, либо есть человек, за которого вы несете ответственность, слышите, да? Тогда вы не жертва, вы спасатель. Ну, это треугольник Карпмана. И либо вы в состоянии жертвы просто жертвуете своей свободой, своим временем, своим ресурсом. Вот этот момент попытайтесь подумать, либо вы жертва, либо вы спасатель. Кстати, бывает такое еще, что человек неосознанно попадает в два состояния, и жертвы, и спасателя одновременно, но тогда происходит такая, знаете, расщепленка в жизни, тогда, прямо все сыпется. Я не вижу, чтобы у вас сыпалось пока что, но я вижу, что у вас есть что-то горящее. То есть, как минимум, вы как будто бы есть такое ощущение, что не успеваете куда-то, а вам вроде бы как бы и надо поторопиться, но попадая в эту жертву и попадая в спасателя, оно у вас все горит. То есть, вы не успеваете ни там, да? То есть, вы и не жертва, и не спасатель. Так, может быть, вы тот, который терроризирует, да, третий, да, в треугольнике Карпмана. А третий у нас кто? Насильник, да, условно говоря. Тот, кто причиняет насилие какое-то абстрактное. Окей, ну что, давайте посмотрим, а что вам хотят сообщить, о чем вам хотят сообщить высшие силы.
Ого, нифига себе тут. Вы стоите на перекрестке, вам очень скоро придется делать выбор. Очень скоро. Скоро прям горит движение, видите, идет. Тайна какая-то все равно у вас есть. И вы эту, может быть, тайну не хотите разгадывать и не хотите открывать. У меня такое ощущение, что вам эту тайну вы храните наоборот и не открываете никому. Может быть, какая-то тайна выйдет на поверхность очень скоро, вот эти 3 карты. Давайте посмотрим, какой выбор совсем скоро, вам придется делать. Перед каким выбором вы встанете совсем скоро? Ты смотри, что-то с родственниками связано, с местом проживания, со здоровьем, да, вот эти 3 аспекта. Родственники, дети, мама, папа. Там, где вы живете, переезд, поездка, иммиграция может встать, да. И, может быть, его и надо уже решать, может, это уже и произошло, да. Может, вы уже в этом процессе. Оно здесь и сейчас, эта карта, она здесь и сейчас активно, да, актуальна. Ну и здоровье, конечно же, Земля – это всегда связь с ресурсами. Может быть, и вопрос очень скоро придется решать что-то и с деньгами, с недвижимостью. Вот это вот у вас идет пока что. Может, землю придется покупать, продавать. Вот так вот. Хорошо. Какая тайна по роду у вас существует? Присутствует в вас сейчас и влияет на будущее. Эта тайна связана с мамой, скорее всего, с вашей. Особенно, если она была водолей, весы и близнец. Ну, если. Опять-таки, знак зодиака не обязательно, но это связано тайна с мамой и ее отношениями. И если у вас, как у сына или у дочери, есть некие проблемки или вопросы, связанные с отношениями, то это может идти от рода, видите, Земля рядом, энергетика, Земля, от рода матери, имейте это в виду. То есть фон тайны – это родовая программа мамы, именно от королевы пиковой особенно. Особенно если мама там, не знаю, долгое время была вдовой по какому-то не очень хорошему вопросу, да, моменту. Или, может быть, неудачные какие-то браки были, да, или неудачные отношения, особенно в браке, да, были. Вот так. Хорошо, а что вам важно знать о семье вашей семье? В каком бы состоянии она ни находилась? И одни вы, не одни, да, вот неважно, что о семье надо знать. Но здесь якорь, есть что-то стабильное, что в семье вам, может быть, оно и помогает, но двигаться вперед оно явно мешает. То есть есть что-то, что тормозит вопрос в вашей семье. Больше это карта о мужчине, рядом женщина. То есть особенно если мужчина не может найти себе стабильную женщину или женщина стабильного мужчину. Вот стабильности какой-то в отношениях в семье не хватает. То есть есть некие такие, может быть, волны, может быть, да, волны, вода все равно есть тут. Может быть, качели это называется, да. Может быть, просто стабильность, видите, все равно Земля, здесь стабильность, она такая, знаете, как призрачная, что ли, у меня вот такое идет, да, вот юникорн здесь рядышком, паук, как будто бы оно немножко поглощено чем-то, вот такой поток идет. Рулевое колесо давайте проверим. Над чем вам важно иметь контроль? Над чем важно иметь контроль? Над процессом преодоления сложностей, трудностей. Это Руна Торисас. Да, здесь работает. Да, и вам важно пройти какое-то испытание. Вот вы его, может быть, откладываете, вы мечтаете о нем, но откладываете его. Почему? Потому что, может быть, боитесь каких-то изменений. Может быть, попадаете в жертву или в спасателя. Я выбачаюсь. И вам важно взять именно контроль над работой, над бизнесом, над преодолением препятствий, над усложнением какого-то процесса. Это сложная карта всегда. И
если брать процесс, то брать ситуацию в свои руки, действительно. Здесь и рулевое колесо, и кузница, а этот молот Тора никто, кроме вас, не поднимет. Поэтому здесь я скажу так. Вы, возможно, и спасатель, но жертвуете своими силами. Слышите, да? Если вы спасатель, вы жертвуете своими силами. Или надежностью, или стабильностью своего мира. Поэтому то, что вы ложите на весы или на алтарь, ну, как бы жертвуете своей силой, да, на другой стороне нестабильность вашей реальности. Чем стоит пожертвовать реально? Давайте посмотрим. Все-таки ягненок – это жертва часто. Она иногда о детях говорит. Ну, посмотрим в контексте жертвы сегодня. Чем стоит пожертвовать? Но здесь видение в темноте все равно. Видение в темноте. Может быть, вам не стоит обращать внимание на то, чего вы не видите. Или, я вам так скажу, вам, во-первых, надо перестать бояться того, чего вы боитесь. Оно может быть действительно не такое страшное. И, может быть, вам пока что на каком-то этапе можно пожертвовать летучей мышью. Что такое летучая мышь? Видеть, слышать в темноте. Видеть, слышать в темноте вам, может быть, не надо знать больше, чем вы знаете. Может быть, вы там ударились в ясновидение. Тоже, может быть, пока стоит пожертвовать. Ну, такие рекомендации из летучей мыши, которые идут вот прямо из потока, да, потому что у вас, знаете, ясновидение, да, или вот видение в темноте иногда требует очень больших усилий, да, энергии. У вас вопрос вообще в накоплении энергии. У вас как бы первичный вопрос здесь, он о здоровье все-таки больше, чем о чем-то другом. Да, то есть у вас из состояния здоровья идет все остальное. Но это и так и есть, в принципе, всегда. Но оно на первом месте у вас сейчас. Поэтому, например, быть ясновидящим вам сейчас не надо. И смотрите, вам предугадывать на долгий срок не надо. То есть карты говорят, пожертвуй долгосрочными перспективами, долгосрочными знаниями, оперируй знаниями перманентными, да, которые возникают мгновенно, ну, по ходу, да, то есть тебе не надо там стратегически планировать на 10 лет вперед. Попробуй жить там, ну, условно говоря, 1-2 днями или месяцем, да, вот, ставь краткосрочные задачи. Поэтому принеси в жертву долгосрочные планы. У меня вот такое идет. Ну, или брось, перестань там лезть в темную магию, например, или заниматься какими-то. Ну, вот есть люди, которые на себя постоянно гадают. Ну, пойди погадай к кому-то, к подруге, к тарологу, к гадалке, к ведьме, да. Заплати за это деньги один раз, сними это напряжение. Ну, как вот такой тоже месседж идет. Вот такое вот идет. Давайте посмотрим. Вот вы стоите на развилке, да, и у вас есть два варианта. Пойти налево или пойти направо. Ну, здесь третьего варианта не дано, я вижу налево и направо. Так вот, вы сейчас загадаете два варианта. Посмотрите для себя в голове, покрутите, пока я тасую карты. А я вам скажу, вам какой вариант, налево или направо? Окей? Услышали. Хорошо, вам налево или направо? А вам прямо. Вам не то, что даже прямо, вам внутрь себя. Смотрите, на самом деле ответ здесь не налево, не направо, а здесь ответ внутри вас. Поэтому я вам не скажу. Да, здесь должен быть такой гомерический хохот, да, или демонический хо-хо-хо-хо-хо, да. Нет, ну, на самом деле ответ находится в вашем сердце. Я бы сказал вам прямо, да, все-таки, и налево, не направо. Где-то посередине, да. Поэтому я не скажу здесь вам. Только ваше сердце может вам дать ответ, вам налево или направо. Видите, как хитро, да? А, кстати, это дух вам с вами общается здесь, вот в этой вертикали. Окей. Что очень скоро начнет меняться? Вот Земля, вот и как раз и посмотрим. Что очень скоро начнет меняться у вас? Земельку проверяем. От вас отпадет человек, который сосет из вас кровь, да? Вампирит вас. Уйдет токсичный человек, вы избавитесь от токсичной среды, от токсичного общества. И да, возможно, вам придется сдать кровь скоро. Ну, может быть, на анализ, а может быть, донором.
Хорошо, а какие переменные у вас идут в отношениях? Давайте посмотрим, какие переменные идут в отношениях. В отношениях идут. О, у вас хорошие перемены, у вас укрепляются отношения. А особенно если делали обряды, ритуалы, пришли вам какие-то, или вы купили где-то какой-нибудь талисман, у вас вот должна появиться какая-то, как говорится, фенечка, да, или якорь материальный, да, он называется по-другому еще, ну или талисман, да, то у вас будет укрепление отношений, улучшение в ситуации. Если вы там поссорились, вы помиритесь, да, или сблизитесь, ну, может быть, общий язык найдете более понятный, да, вы будете настраиваться как бы, да, в отношениях на единое целое, на единую чистоту, но это уже круто, конечно. Окей, а что должно прекратиться, остановиться совсем скоро? Что должно остановиться у вас совсем скоро? Что-то у вас с мужчиной должно остановиться. Если вы женщина, у вас остановится мужчина. Может остановиться и конфликт, кстати. Может быть, прекратит вас вампирить ваш мужчина. Имейте это в виду. Тут тоже так красиво выпадает. Ну, если вы с вампиром, да, там, с абьюзером, там, каким-нибудь, да, психопатиком, газлайтером и так далее. Ну, всякие же отношения бывают. То есть прекратится что-то с мужчиной. У мужчины что может прекратиться? Это то же самое, в принципе, и с женщиной. Да? То есть какой-то, может быть, негативный момент с мужчиной у вас прекратится. Давайте посмотрим. Вот вы в ближайшее время какое препятствие преодолеваете? Смотрите, якорь, торисос и мужчина. Вообще одни мужские энергии, а это преодоление всегда. Какой якорь вы преодолеваете? Или какую проблему вы преодолеете совсем скоро? О, а вас перестанет преследовать бумеранг. Вы замкнете какой-то кармический цикл. Ну, это называется еще разорвать кармический узел, да, так сказать. Разорвете кармический узел, и благодаря этому, возможно, у вас перестанут быть и проблемы с мужчиной. На работе могут быть проблемы прекратиться, слышите? Может, найдете подходящую работу, кстати, особенно если у вас появится или уже появился талисман, и вы избавились от чего-то токсичного. Например, от мужчины и женщины бросили курить, выпивать, какой-то негативный образ жизни токсичный вести, или поменяли круг общения, настроились на информацию соответствующую, да, что информацию, которую вы впитываете в себя, допустим, автоматически, да, ну вот по дефолту идете, слушаете радио, например, там определенную частоту, да, то есть вы же приемник, слышите, вы приемник всегда. Да? Мы все можем быть и приемниками, и трансляторами, но, как правило, человек в бессознательном состоянии, он приемник. В осознанном состоянии он может быть и приемником, и транслятором. То есть, чтобы перейти в транслятор, да, нужно выйти из вот этого приемника. Давайте посмотрим, на какой негативной частоте вы находитесь, от которой нужно отказаться. Вот. Интересно, да, вот у нас как будто бы идет диагностика уже, да, немножко. Но это не диагностика, но это и сканирование вашей реальности. От какой частоты негативной стоит отказаться? Дерево – это частота связана с родственниками, поэтому это негативная родовая программа прежде всего. Дальше вам нужно отказаться от всего, от вот той информации или от того потока, которая может влиять на ваше здоровье. Например, вы там постоянно ищете, к примеру, рецепты, это пример, да, какой-нибудь вкусной булочки или вкусного торта, слышите, да, вот питание, да, то есть, смотрите, все, что связано со здоровьем и с родственниками, от вот этой информации, от этой чистоты вам надо отделяться, слышите. То есть, вам нужно настраиваться на ту чистоту и на ту информацию, которая ведет к вашему здоровью. А я уже вам сказал, что априори у вас вопрос в здоровье. А психоэмоциональное здоровье тоже здесь важно. Почему? Потому что вот этот ребенок и вот этот юникорн, да, он немножко о где-то инфантильности, которая блокирует ваш потенциал. Даже если вы спасатель, даже если вы не жертва, задайтесь тогда вопрос, а почему и зачем вы спасатель? Вот и все. Понимаете, да, о чем? Окей. Хорошо, а на личном фронте что у вас дух видит? На личном фронте, на перспективу. На личном фронте что видит дух?
О, у вас меняется окружение. И если меняется окружение ваше, может быть, внешняя среда, вы начинаете жить более счастливо. И на личном фронте у вас может стабилизироваться ситуация в отношениях мужчина-женщина. И, может быть, даже появится место, где вы, как человек, да, который ищет отношения или реализует свои отношения, будет это происходить более приятно. Ну, например, вы ищете, где вы найдете человека. Вы найдете это место уже, да? Или кто вам найдет партнера для отношений? Вот вы найдете этого человека, да, вот может это знакомые, может быть это какая-то фирма, да, может быть это место, где вы и будете искать человека. Окей. Давайте посмотрим, а что будет с тем человеком, который вас вампирил, который, ну давайте так, сосал из вас энергию. Что будет с тем человеком, который сосал из вас энергию? Что копыта отбросит? Да нет. Но его будет постигать неудачи. Подкова. Его будут постигать неудачи. Неудачи. А что будет с вашей удачей? Давайте спросим, потому что вы какой-то бумеранг, ну, кармический цикл закрываете. Что будет с вашей удачей? Угу. Но здесь, смотрите, здесь очень противоречиво. Подкова у него, а у вас свинья. Знаете, у меня все равно приходит поток, что вы сможете очистить свою удачу или снять свинью. И как бы подкова, это больше оно у вас идет. Все равно, видите, я, знаете, как мне дух подсказывает, что я должен как бы вас защищать, вытягивать отсюда, отсюда, отсюда. Где-то ваши энергии, да, они должны... Ну, они-то ничего не должны, естественно. Они могут, вот, они могут поменяться, да, вот так. То есть, ого, ничего себе. Вашего обидчика ждет свинья, а вас ждет удача. Слышите, как интересно меняется? Хорошо, что меня заставляет это делать? Я спрашиваю высших сил. Что меня заставляет это делать? Крысы, чувствую я потерю какую-то. А что вы потеряете? Что вы можете потерять? Да вы потеряете неясность. Вы обретете, наоборот, ясность и потеряете, у вас будет утрата неясности. У вас скоро будет очень мощный инсайт. Да, вот как вспышка озарения очень скоро. Готовьтесь к ней. Она придет. Видите, вы как бы должны... Да, ничего вы не должны. Вы можете потерять. Я вам говорю, да. Почему? Потому что должна быть потеря. Потеря лабиринта. Вы откроете выход. Вам открывается выход. Выход через дерево, через здоровье, через родственников. Куда вы выходите? Куда вы выходите совсем скоро? Какую вы дверь открываете? Вот идет что. Вы знаете, у меня такое идет, что вы открываете рот по материнской линии. Слышите, опять повторяется материнская линия. То есть вы избавляетесь от какого-то мощного негатива и возвращаете себе счастливую судьбу. Друзья, я вам так скажу. Вам очень скоро будет такой сильнейший инсайт, что ваша судьба поменяется в очень хорошую сторону, в очень лучшую сторону. И знаете, мы как будто бы произвели сейчас такой волшебный какой-то обряд, да, когда поменяли эти карты. Вот вы отловите себя на моменте, когда перемотайте еще раз назад, когда карты были вот так, и когда я их поменял. Вам стало легче или нет? От смены, да? Я как будто бы делаю переклад на вампира свиньи, а на ваш талисман добавляю талисман. У вас, вы выходите, и я спрашиваю высшие силы, что я должен, почему я так говорю? Потому что что-то должно уйти, утратиться, крыски, да? Утраты, потери пойти. А что потерять вы должны? Вы должны потерять лабиринт. Вы должны избавиться от заблуждения. Выйти на свет, на свободу. От чего? От того, что по бабушке, по маме. От того, что связано с родителями.
Очень хорошая карта, кстати, в центре. Хорошо, что дух видит по поводу этой бабушки, да, старухи? Может, мама. Так, что она видит? Смотрите, две этих женщины связаны. Давайте спросим духа, чем они связаны? А чем эти две женщины связаны? А ну-ка всмотритесь, пожалуйста, кто это и кто это. Вы обязательно увидите. Напишите мне в комментариях, кто справа, кто слева. А ну-ка. Так, чем они связаны? Что связывает этих двух женщин? Понятно, что одна старше, одна моложе. Скорее всего, здесь родственники, друзья. Смотрите, старуха падает на дерево. А эти женщины, у меня такой идет инсайт, что дух подсказывает, что это окружение, с отношениями все равно, окружение в семье, во внешнем мире, на работе. Ну-ка, чем они связаны? Еще одной женщиной. Капец. Еще одной женщиной. Кто эта женщина? Давайте спросим. Ой, это женщина-оборотень прям. Ну, это не обязательно, что она там воет ночами на луну. Нет, она может быть и хорошей, и плохой, эта женщина. Но она легко меняет. И, ну, как бы сумерки, да, как говорится. Она легко меняет свое воплощение, эта женщина. Она легко меняет свое воплощение. Да, видите, она легко меняет воплощение. И пытается видеть в темноте. И то видит в темноте, то не видит. Коты, кстати, лучше видят. Лучше всех. Но оборотни-то тоже хорошо видят. То есть, смотрите, эта женщина может быть связана с этой женщиной, скорее всего. И она откроет свое естество какое-то, да, свою истинную суть. Может быть, даже откроется какая-то проблема и конфликт из прошлого. С чем связан конфликт, проблема? С тяжелой судьбой и с наградой за ваши усилия. То есть, ну, с вашей тяжелой судьбой и с вашим вознаграждением за тяжелые усилия, за трудную жизнь. У меня, знаете, друзья, у меня такое ощущение, что вы можете в ближайшее время выйти из негативной родовой программы, из лабиринта судьбы, которая связана с бабушкой, с мамой, с сестрой, вот такое, да. Особенно если есть какая-то обнаженка. Обнаженка – это всегда открытие. Да, вот откровение какое-то прямо будет. Потому что, смотрите, здесь женщина в возрасте, здесь моложе, а здесь прямо обнаженная, да, то есть открывается что-то. И открывается то, что не очень светлое, но оно все равно будет помогать вам, то, что открывается. Хорошо, а чего вы достигаете в ближайшем времени, Жук-Скоробей? Чего вы достигаете? Ух ты, Феникс. У вас жизнь перезагружается, как, знаете, как матрица судьбы. Перезагрузка матрицы судьбы произойдет. Это раз. Вы очиститесь от вот этих негативных карт. Свинка, крысы, лабиринты. Ну, старуха – это тоже это потеря здоровья. Это, может быть, где-то какие-то подселенцы, паразиты энергетические. Да? Освобождайтесь от негатива. Выходите, у вас жизнь становится садом. И, кстати, неважно, вы женщина или мужчина. Вот если вы женщина, дух видит ваше омоложение. Какая-то программа будет работать по омоложению, освежению, да. Ну, например, там, к примеру, там волосы будут лучше расти, там, с кожей, со здоровьем и так далее. А мужчины, может быть, ищут там какую-то более молодую женщину, да, себе. Вот есть омоложение, процесс будет происходить в вашем окружении, слышите? Окей. Ну, здесь карта вообще классная. Да, и здесь неплохая, кстати. Может быть, и исцеление на фоне не только общего здоровья, да, но и внешности, да, вы будете более привлекательно выглядеть. Намного более привлекательно. От чего придется избавляться? Давайте спросим. От чего придется избавляться или желательно избавляться? Ну, от негативных энергий. Особенно негативной энергии. Вот вчера делали, кстати, обряд на растущую луну на привлечение денег. Послушайте 7 дней, попробуйте, понастраивайтесь, посмотрите, как это работает с энергетиками финансового, материального мира. Сейчас тем более как раз вот весь негатив можно сбрасывать. И начните работать на растущую луну, почему нет, с собой. Хорошо,
Хорошо, уходят негативные энергии. А что это вам дает как, как человеку, да? Что это вам дает? О, а вы маг получаетесь, да? Вы получаете ту энергию, которой вам не хватало. И это вам дает возможность реализовывать ваши мечты, о которых вы там долго думаете, мечтаете. И даже то управление, о котором мы с вами говорили. Помните, в начале вам важно управлять процессом. Так вот, маг – это тот, кто творит свою телему сам, да? То есть тот, кто имеет намерение творить и иметь, и действовать, да, то есть и получать в том числе. Окей. Хорошо, а какая магия вам открывается, да? Именно ваша магия. Ну, надеюсь, что это не какая-то там, вы же избавляетесь от чего-то. Какая магия открывается? А вот тут вам открывается магия рода, но она уже будет избавлена от каких-то лабиринтов, крыс, там, свиней, рода прошлого. То есть вам открывается очищенная магия прошлого. То есть у вас матрица судьбы перезагружается. И магия рода уже работает за вас, на вас. И что вы получаете, да, в результате? Ну, давайте 3 аспекта, которые вы получите. Аспект номер 1, 2 и 3. Прям так и хочется посмотреть. Первый аспект. Ну, вы получаете мудрость, здоровье, лекарство нужное, потому что змея – это всегда лекарство. Ну, часто, да. И получаете нетоксичную среду. Здоровую среду. Аспект номер 2. И избавляетесь от опасности, кстати. Попадаете в более безопасное место. Что еще получаете? Шабаш прекращается. То есть, что происходит? Вы получаете более чистое пространство. И влияние темных сил, не только сил, а людей, плохих. То есть вы избавляетесь от плохих людей. То есть ваше окружение, видите, по духу, да, идет. И вам, кстати, на дух выпадает космическое яйцо. Это очень круто. Ваша чакра Сахасрара, она будет работать уже как приемник высоких частот. А низкие частоты у вас, копыта и пятачки и копыта, они отпадают. Да здравствует новый мир. Давайте так. Напишем декларацию, да, в комментарии. Да здравствует новый мир без копыт и пятачков. Окей. Без свиней и без, вы поняли, без вот той вот крупной рогатой худобы, як кажуть, да. Так, хорошо. Третий аспект, боже. Третий аспект. Что получаете? Смотрите, тьма, вы все равно... все вот мне открывается. Феникс рядом и шабаш. Вы больше не будете бояться этой тьмы. Что дух говорит по поводу тьмы? Тьма-то все равно, видите, пытается вас прийти. А вам будет плевать на эту тьму. Джокер. То есть, по сути, вы закрываете петлю и выходите в новый мир, но он уже высокочастотный. Как он выглядит, этот новый мир? Это более богатый мир. Кстати, видите, я вам и даю совет посмотреть обряд на привлечение денег. Да попробуйте, вам будет все равно на этот темный мир, да, на этот мир низкой чистоты, да, где бедность от слова не нехватка денег, а от слова беда. То есть вы от беды избавляетесь, от бедности в плане, да. Как он выглядит, этот новый мир? Это опять мир свободы, мир адаптации, мир выбора, да, и мир, вы на все 4 стороны будете свободны. Вы куда хотите, туда и двигаетесь. И помните, я говорил, двигайтесь внутрь себя, никогда не ошибетесь. Ни направо, ни налево. А здесь все стороны света вам открываются. Но по сути вам открывается какое-то новое измерение, новая судьба. Новая судьба. У вас жизнь не закончена, она у вас начинается, но уже по-другому. Уже по-другому. Видите звезды? Открывается новая перспектива. И уже по звездам у вас работает материнская программа уже на вас. Это красивый мир. Это мир, где судьба открывает все аспекты красоты вам. Разные аспекты красоты. Самые неожиданные аспекты красоты. Есть это как препятствие, но вы знаете, это вершины новые. Вы сможете достигать новых горизонтов, новых высот по вот этим 2 картам.
новые горизонты и высоты. И смотрите, колесо. И это фортуна, это удача. Вы можете теперь достигать, вот благодаря вот этой карте, они совместны, вы как будто бы забираете у кого-то свою судьбу. Помните, мы начали с того, что вам судьба, вот оно приходит. Вот они, карты приходят, настоящие, да, находятся. Мы находим те карты. Первая карта, вторая карта, третья карта. Очень скоро в вашей жизни судьба изменится. И то, что было заложено в вас, оно будет вам возвращено и будет теперь работать на вас. И вы больше не будете ни жертвой, ни спасателем. А кем вы станете? А ну давайте смотреть. Кем вы становитесь, достигая новых вершин, реализуя свою новую судьбу. То есть ткач или ткачом своей новой судьбы становитесь вы. Именно вы начинаете управлять. Именно вы получаете доход, дивиденды, добро, не бедность, не беду, да, от того, что ваша судьба изначально вам могла давать. Но особенно это происходит, вот циклы у человека раз, ну такие глобальные циклы, 8 лет, 11 лет, да, вот 11 лет, 22 года, 33, 44, 55, там 66 и так далее, да, или кратно 8, там 8, 16, 24, 32, 40, 48, ну и так далее, да, кратное 8. Хорошо, 54. Давайте посмотрим, а что дает вам судьба? Что открывает вам ваша судьба? Знание. Знание, к которому вы стремились и которое вы искали. Что под этим знанием подразумевают высшие силы? А вы найдете свое истинное лицо, и вы откроете свое истинное «Я», и эта снятая маска не будет... Ну, тот, кто за этой снятой маской, а это вы, истинный вы, он не будет бояться себя, того, как он выглядит, того как он есть, кем он есть на самом деле. И, по сути, вы откроете свое истинное предназначение. А в чем оно заключается? Ну, истинное предназначение – это реализовать себя у вас. В чем оно заключается? Использовать весь ваш скрытый талант и потенциал. Но он внутри. Он внутри вас. Это то, что я говорил. Оно внутри вас, и вам, если что, ни налево, ни направо, вам вглубь себя. Это руна Иса. Вот это вот. И вы откроете свою интуицию, свои чувства, свое сердце в отношениях, а свою интуицию и чувства там, где вы по праву можете реализовать себя в своем творчестве и сделать свой мир здоровым, богатым и счастливым. Почуємось, побачимось. До зустрічі.